Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня, если что, я буду отдаваться водным искусствам, поэтому буду принимать абсолютно любую форму и, соответственно, показывать вам это искусство во всей красе. Целенаправленно что-либо я собирать не хочу, хотя здесь и реликвии прикольные, и легендарки есть прикольные. Можно будет попробовать через золотые роллы, через вертолета Керри поиграть. На самом деле, мне очень бы хотелось попробовать его реализовать во всей красе. Но для этого мне нужно как минимум его собрать в 2 звезды. Ну, а по реликвиям можно и через Жезл Кира, в принципе, начать играть. А если игра будет хорошая, то можно, в принципе, и через хаотичный договор поиграть, получить предмет 3-го тира. Ну, короче, все сделать очень красиво. Но, как говорится, бог рандома решит мне, на чем я буду сегодня играть. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, всем приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Так, на старте я возьму Эгиду. Эгида, в принципе, будет неплохим персонажем. Так, это мне не надо. Да, предмета 1-го тира, конечно, меня пока что не радует. Но, на самом деле, перчатку я оставлю, потому что тут вот есть как раз орк-охотник. Да и, в принципе, против любых суммонов эта перчатка идеально работает. Особенно, если, допустим, твой противник собрал орка-охотника в 2 звезды, то это прям вообще жестко. Ты его просто берешь, хаваешь, и у него 20 секунд КД на орка-охотника. Ничего себе. На 3-м раунде у меня халявные роллы. Это не шутка. Но нет, тут какой-то будет 100% подвох. 100%. Тут гадалки не ходи, по-любому здесь будет какой-то подвох. Агра я беру в 100% случаев. Если есть такая возможность, особенно когда у меня есть прокаст. Потому что Огр в 2 звезды это имба. Вот серьезно, имба, особенно на старте. 2 раза прокастить способность. Если это Тинкер, то там просто эскадрилья ракет летит, которые уничтожают все на своем пути. Ну, я уже миллиард раз об этом говорил. Эгиду все-таки решил продать, хоть и жалко на самом деле было немного, но я хочу... Ничего себе, Хускара. Эгиду продал, потому что в деньги надо было выйти. Я немножко жлоб. Для меня инкам важнее, поэтому я немножко жлоб. А еще я выйду из инкама. Выйду из инкама, потому что мне пришел Хускара, у меня есть молнии. И на самом деле это очень приятная шмотка, что под него, что там, в принципе, в любых случаях молнии 2-го тира идеально почти под любую фигуру. С старта очень много урона магического дает, особенно когда не прокует. А особенно если часто прокует, то там забей. А если у тебя есть еще и охотники, через которых ты играешь, и молнии, то там вообще такое происходит, что ну его в баню. Кстати, ни грамма не жалею то, что я взял сейчас уровень, потому что я сейчас выиграю, получу халявный ролл. И я очень надеюсь, что я довольно-таки рано соберу себе и Тинкера, и Резака. Блин, какие фигуры классные падают. Но мне что-то духи идут неплохо. Не Мортред. Блин, ну очень хорошие персонажи мне падают на самом деле сейчас. Ну не знаю, что буду реализовывать. Вот не знаю все, хоть ты тресни. Да что ж такое, горло, успокойся. Мне там писали в комментариях, типа, что у меня горло, скорее всего, репит из-за того, что я нервничаю. Но на данный момент я не нервничаю, не волнуюсь, ничего такое. Почему на репит, непонятно. И водичку уже попил перед роликом. И все такое. Ну, перед тем, как снимать сеть. Короче, непонятно. Непонятно. Я на всякий случай себе стаканчик воды набрал. Может быть, в каких-то рандомных случаях попью. Потому что меня это уже бесит. Конкретно бесит. Весь день все в порядке. А потом начинает горло хрипеть, репеть. И ты сидишь как не знаю кто. Ну давай, мне надо усиление. Давай, Тинкера. Ага, понял. Тинкера сегодня у нас не будет. Ладно. Больно это и хотелось. Нет Тинкера, таки нет Тинкера. Да, там у ребят уже есть усиление. У меня, к сожалению, пока что нету. Может взять сейчас эльфийскую волшебницу и поставить себе 6 троллей ранних. Через Хускара поиграть. Как раз молнии есть. Блин, не знаю, если честно. Не знаю. Короче, сегодня у нас будет спонтанная какая-то сборка, если, конечно, получится. Если получится, то хорошо. Если не получится, то грустно, печально. Но, знаете, я, если честно, хочу попробовать на золотых роллах поиграть. Очень хочется мне на золотых роллах поиграть, потому что здесь есть вертолетик. Я давненько не реализовывал такого керри. Тут, кстати, плотные столы, но на самом деле мне повезло, потому что у меня очень часто прокнули молнии. Вы посмотрите на урон от молний. Почти 2000 урона молнии накидали.
Пришлось, если что, быстро распродать мне половину стола, потому что у меня 20 монет было. А я, как говорил, я жлоб. Поэтому так пришлось сделать. Поставлю себе панду. Может быть, что-то панда принесет, кроме боли и разочарования. На самом деле, я надеюсь, что мне хотя бы хоть какое-то усиление сейчас придет. У меня есть 2 агра. Но я хочу Тинкера в 2 звезды. Чтоб Огр пришел в 2 звезды и Тинкер в 2 звезды. А лучше, чтобы и Резак пришел в 2 звезды. Потому что Резак бьет чистым уроном. Плюс огромная такая машина, огромный кусок мяса, который, ну, извините меня, нормально так урона впитывать может, а и наносить. А тут, походу, я, кстати, проиграю. 2 двухзвездочные фигуры. Обидно. Кстати, кто не заметил, я побрился. Я красивый сегодня. Я, кстати, вчера делал вырезку со стрима, потому что я уснул очень рано. Ну и, соответственно, как видите, я сейчас морально и духовно восстановил свои все силы. Поэтому я готов полностью отдаваться нашему богу рандома. Надеюсь, бог рандома эту жертву оценит и порадует меня. У меня уже 2 Тинкера есть. Ребят, ставим ставки, на каком раунде я соберу себе Тинкера в 2 звезды. Давайте вот такой вот спонтанный опрос. Ой, какие хорошие предметы сейчас упали. Броня. Ладно. Я на самом деле хотел найти себе ману плюс 50. Ну, тут уже Эмбера нашли. Окей. Окей. Тяу-тяу-тяу. На самом деле я давно не играл через панду. Может, как-то попробую несколько игр тупо упороться в панду и что-нибудь с ней сделать. Может, что-то упадет хорошее. Такое интересное, полезное. Баф людей упал. Не, ну это жир. Блин, ну довольно-таки рано упал мне баф людей. Но мне, если честно, некак сейчас выставить этот баф людей. Мне придется пожертвовать огромные 2 звезды, пандой, немного инкама и взять себе 6 уровень. Это типа в дальнейшем окупится, но мне в любом случае надо будет 7 уровень брать, для того, чтобы у меня стол не потерял в боевой мощи. Но мне кажется, сейчас это будет нерентабельно, потому что я сейчас за 2 раунда выйду в 50 монет плюс, там я начну брать потихоньку уровень, и уже, в принципе, 7 уровень будет не за горами, и, соответственно, на 7 уровне, если я поставлю баф 3 людей. Наверное. Это не точно, короче. Но не могу определиться. Ну не могу. Ну что теперь сделать? Броню все-таки оставлю в Тинкере. Вот такой хиленький. Его может ветром сдуть. Поэтому вот так вот. Интересно, что мне сейчас за реликвия на 10 раунде упадет. Если же Зелкиры, то это будет печально. Не, ну классные легендарки здесь есть. О, ЦМ-ка в 2 звезды. Приятно. Вот на самом деле много кто ЦМ-ку недооценивает, но на самом деле ЦМ-ка это плюс мана-реген. На старте, когда у всех мало маны, это очень полезный герой. Если есть особенно куда его всунуть, вот допустим, если бы, ну, у вас стол примерно как у меня сейчас, да, есть Огр, но нет панды, то ЦМ-ку в 2 звезды можно засунуть, и ваши фигуры намного быстрее наберут ману, чем вражеские. Это прям приятный бонус. У меня кошка там начинает под столом шурудить. Падла. 2 раза, если что, она мне уже лампу завалила. Уже получала по 5-й точке. Так, я на самом деле не откажусь от реликвии аптечки. Что-то мне хочется разменять свою хп на уровень. Блин, ну есть хаотичный договор. И цветка пришла. Может, реально у меня получится собрать в этой игре фулл мехов? Ну, не знаю, для хаотичного договора, если честно, у меня стол очень слабый. Только если через лустрики играть. Может, все-таки попробовать зарандомить сейчас реликвию, и может мне упадет аптечка. Если мне упадет аптечка, будет приятно. Может, попробовать? Ну, тут... Ну да.
Ну да. 3 фигуры в 2 звезды. Я тот человек, у которого миллион раз падали халявные роллы, по итогу сейчас не получил себе двухзвездочные фигуры. Чел просто вот на скиллухе показывает, как надо доставать мне. Понимаете? На скиллухе показывает. Короче, зарандомлю. Кабанчики упали. Спасибо. Гоблин-убийца 2 звезды. Это тоже приятно, но мне сейчас будет загвоздка стать. Мне надо половину стола будет выставить. Сейчас, короче, активируем реликвию кабанчиков. Посмотрим, что из кабанчиков по итогу-то подрастет. Цвету тоже продам. Одного кабанчика продам. Больше мне и некого особо продавать. Скорее всего, мне больше кабанчиков надо будет продать. Ну, а что делать-то приходится? Короче, пока так сделаю. Сейчас на следующем раунде поставлю себе стол посильнее. Ну, тут уже 4 двойки. Он хоть и на 4 уровне, но у него по итогу винстрик. Жалко то, что мне упала реликвия кабанов. Жалко. Не та реликвия, которую бы мне хотелось. Но, слава богу, хотя бы не жезл Кира. Хотя, на самом деле, если бы мне упал жезл Киры, я мог бы его в дальнейшем использовать. Да и, в принципе, и на текущем раунде мог его использовать. Там бы улучшил себе некоторые фигуры. Лина. Блин, ребята, ну это все круто, что вы приходите мне. И все круто, то, что у меня рубрика сейчас все по 2. Но мне некуда вас ставить. Короче, выходим из инкама, ставим пока что вот так вот. Баф людей было бы, конечно, круто поставить, но мне пока некак. Лучше баф магов поставлю. Там уже антимага нашли. Еще одну панду нашли там, Эмбера. А я говорил, будет какой-то подвох. С 3-го раунда у меня гоблины мехи стоят, и по итогу у меня 2 тинкера. Рубрика все по 2. Ну ладно, мне надо, чтобы сейчас гоблин-убийца монетки получил. И, возможно, я продам гоблина-убийцу. Хотя, на самом деле, довольно-таки сильный персонаж сейчас у меня. Один из сильнейших персонажей. Я бы даже сказал, один самый сильный персонаж, который у меня есть на столе. И не очень хотелось бы его продавать из-за этого. Или продать, может. Так где усиление? Чертолет ты. Не, ну вы видели это? Вот сколько я халявных роллов уже проюзал, но мне по итогу не пришел тинкер в 2 звезды до сих пор. У моих противников там столы такие огромные, а ты, Саня, сиди, пальчик соси. Фу. Не знаю, я не хочу сейчас гоблина-убийцу продавать. Если я продам гоблина-убийцу, у меня стол станет еще слабее. А, там парень будет играть, походу, через тинкера. Короче, вот это вот появилась мета. Ну как мета? Часто стал встречать такую сборку. Это тинкер под 4 богами, под 4 духами, через 3-звездочного тинкера, через 3-звездочного Тини, Марса. Что-то там еще. Короче, через вот такие вот фигуры. Ну, кстати, смотрите, как молнии напрокали у гоблина-убийцы. Даже антимага порвал. Сильно. Легионка еще пришла. На самом деле, реально духи хорошо идут. Вот сколько я сейчас замечаю, мне духи падают. Очень часто падают духи. Хоть бери и блокируй их, чтобы они не падали. Не знаю, может уже гоблина-убийцу продать, поставить баф людей. Быстрее в уровень выйду. Пока хп есть. Можно и в уровень повыходить. Бабку нашли. Инсектоиды собираются. Понимаю. И ты Бакири. Да. Тибо там, конечно, просто сидит в 4 фигуры, кайфует. Ну, уже в 5. Но сидит, кайфует. Сама суть. Всего лишь 7 хп потерял за это время. Еще имеет 8 винстрик. Ладно. Ладно. Не время отчаиваться. Режим терпилы активирован. Опять это кольцо падает. У меня уже 3 кольца упало. Еще и молот. Не, ну молот это, конечно, вкусно. Дум, Клокверк.
Может взять еще одни молнии? Да, возьму еще одни молнии. Возьму еще одни молнии, потому что вы видели сами, как они прокают. Они очень хорошо прокают. Ладно. Плащ-пальто возьму, чтобы меня никто не... Ну, даже сами додумаете. Можно было бы Дума взять. Вместо гоблина-убийцы поставить. Да там баф людей уже надо удалять. 24 монеты до 8 уровня. Ну, хоть кабанчики неплохо растут. Я в замешательстве. Ладно, поставлю. Поставлю, короче, если что, собаку. Поставлю себе баф людей. Быстрее выйду уровень, тем быстрее найду нормальные фигуры. Правильно? Правильно. Но это, конечно, не точно. Это, конечно, не точно то, что чем быстрее выйду уровень, тем быстрее найду себе нормальные фигуры. Но надежда умирает последней. Тут бы хотя бы улучшение в виде тинкера, чтобы пришло. Реально рубрика все по 2. Но тут выиграл, кстати. Есть кто-то слабее меня? Две Марси. Моя любимая Марси. Надо будет, кстати, как-то контент записать с Марси. Давно я не записывал контент с Марси. Надо попробовать, да? Я считаю, что нужно попробовать. А ну-ка, напишите в комментариях, что думаете на этот счет. Стоит с Марси контент записать или нет? Кстати, я больше верю в 2 тинкеров, нежели в 2 лины. Поэтому одну лину я заменил на тинкера. Но все-таки ракетки будут помощнее. Мне бы хотелось, конечно, чтобы тинкер в 2 звезды пришел. Ну, когда-нибудь придет. Тут тоже огромный стол. Ладно, сейчас может на 20-м раунде мне упадет реликвия аптечка. Тогда смогу максимально выгодно разменивать свою хп. Ракетки. Ракетки. Долбаный жетон отступника. Я бы сейчас мог намного меньше хп потерять. ДК приходит еще. Может вместо собаки поставить? Ну да. Так будет посерьезнее. У меня просто есть еще и предметы под ДК. Хотя нет, ДК будет сейчас очень слабый, потому что у него скорости атаки по сути нету. Только если половину предметов в него перекидывать. Оставлю пока все как есть. Баф 6 людей уже там есть. На 7 уровне. А, там денег у него нет. Ну да ладно. Раз у него нет денег, это хорошо. Сейчас отимак меня одним взрывом. Бах! Ну да, ДК слабый будет, если я в него перекину предметы. Пусть пока как есть все будет. Оставлю все как есть. Да. Да, если там чел на 6 людях сейчас будет выигрывать, довольно-таки стабильно, это будет печально. Он себе очень быстро возьмет себе 12 уровень, и на 12 уровне расскажет, что почем. Причем каждому. 2 эмбра там у молодого, понимаю. Антимаг. Ну ладно, что ж. Я надеюсь на усиление. На самом деле у меня ситуация более-менее хорошая. У меня сейчас есть 63 хп, 50 монет плюс, почти 9 уровень. Хотя нет, ребят, у меня ситуация максимально плохая. На 8 уровне иметь такой стол, это прям слезы. Пока что антимагу уберу. Сейчас раунд с мобами. В такой стол я верю намного побольше. Я думаю, стоит все-таки до 10 уровня дотерпеть. Просто потерпеть, взять 10 уровень. Если, в принципе, пойдет аптечка, это будет оправданное терпение.
У меня есть, кстати, и кабанчики. Сейчас я очень много уровня возьму за счет кабанчиков. Сейчас кабанчики мне много денег могут принести. Если, конечно, не апнутся сейчас. И нет, не сдох. Фух. На мгновение мне показалось, что я сейчас сдохну от мобов. Аптечка. Яйцо. Берем, пригодится. Не знаю в кого, но пригодишься. 9 берем, поехали. Вот так вот сделаю. И вот так сделаю. Ману только оставлю. Антимаг мне нужен, чтобы экономить себе хп. Без этого никуда. Сейчас посмотрим, кто ко мне придет. О, сюда, там уже импресску нашли. А кто нашел? Сейчас посмотрим. Так. Вопросов не имею. Один на 8 уровне нашел себе импресску, второй себе антимагов 2 звезды уже нашел. Так мало ли того, что у него импресска, так у него сейчас будут еще дубликаты гоблинов-убийц появляться, потому что там 2 гоблина-убийцы 2 звезды. А рок войны я скипнул. Можно было бы попробовать реализовать в этой игре импресску. Так, здесь проигрываю. Проигрываю, погнали. Юзаем аптечку. Раз проигрываю, значит юзаю аптечку. Буду разменивать свою хп. На следующем раунде продам всех кабанов. Скорее всего, они не апнутся, но все же. Я ж просто реликвию кабанов на... Получается, на каком? А, так подожди. Я реликвию кабанов, по-моему, юзнул не на 11 раунде. Или на 11. У меня из головы вылетело, на каком раунде я юзнул реликвию кабанов. Дух пятерка уже там найден. Ребята, ну вы только недавно взяли 8 уровень. Ну, есть 1 9 взял. Ну, все же. Ладно. Инвокера открою. Сейчас надо будет максимально сролиться и посмотреть, что мне хоть, может, что-то нормального упадет. Может, импресска упадет, потому что у меня предметы под керри персонажа хорошие. Варлок есть. Так можно здесь, знаете, через что? Через легендарные дубликаты поиграть. Хан пришел. ДК хорошо еще идет. Антимаг берем. Цветочку берем. О, ребята, у меня появилась спонтанная идея. Как думаете, какая? Я думаю, догадываетесь, да? Короче, у меня появилась спонтанная идея. Пошли в одно место эти мехи, а мы будем сегодня играть на духах. Через духа пятерочку. У меня как раз и варлок есть, и антимаг есть под него. Ну, для начала, да. Короче, да. А там можно, знаете, что можно будет сделать? Можно будет перестроиться, если что, в синергию жрецов. Вообще будет идеально. Еще и разор идет. Нормально, нормально. Берем. Берем. Это берем. Так, сейчас надо будет, наверное, выставить себе синергию 4 духов. Не, ну дух пятерка в 2 звезды на 22 раунде. Это сильно. Я думаю, еще знаете, что попробовать? Аганим найти. Я думаю, Аганим мне поможет еще сильнее. Но мне по-любому нужно будет посох 3-го тира, и по-любому мне нужен будет здесь Аганим, чтобы прям аннигилировать. И предметы, кстати, надо перекидать, если что, в духа пятерку. О, ну кто бы сомневался, что здесь инсектоид соберется. Там инсектоид собирается. Неприятно, конечно, будет против него играть. Ну что поделать? Ну что поделать? Тайт есть. О-о-о-о-о. Да я хочу сейчас попробовать поиграть через духов. Так, так. Это все сюда. Это пока что сюда. Блин, времени так не хватает, чтобы перестроиться, капец. Разора надо поставить. Я морфа поставил вместо разора.
На всякий случай, наверное, и гор надо будет собрать. Если что, соберу себе 6 духов плюс 4 горна. Это будет сильно, как по мне. Сейчас, надеюсь, с этого раунда мне упадет жезл 3-го тира. Точнее, посох 3-го тира. И мне нужно будет найти клевер. Тайд. Ой-ой-ой. Как хорошо. Как же хорошо. Так, немного горна у меня есть, только есть одна проблема. У меня есть тайд. У меня есть тайд. Из-за того, что у меня есть тайд, у меня 4 горна не поместится вдруг чего. Вот такая вот загвоздка. Но, я все-таки верю в тайда побольше, потому что тайд это триггер для стана, это триггер для духа пятерки. А соответственно, когда триггер срабатывает у духа пятерки, урона 1 000 000 становится. Хорошие предметы упали, но нет. Я думаю рискнуть и найти себе гоним. Ну, может, упадет. О да. О да. Посох 3-го тира, конечно, было бы сильно, но Аганим мне сейчас важнее. Аганим это прям то, что доктор прописал. Аганим это надо. С Аганимом сейчас я буду наваливать, нечего делать. Там, кстати, парень на первом месте играет через 6 богов, поэтому нужно будет, наверное, поставить 4 морских вдруг чего. Играя так не хочу скипать. Огр полезный, потому что если на Варлока накинется, на Тайда накинется, 2 раза стан, 2 раза голема призовутся. Ну, прям приятный такой баф будет. Ну, наверное, в лейт ситуации мне надо будет его поменять 100%. Хочешь, не хочешь, Саня, но надо будет поменять. Потому что если я его не поменяю, допустим, условно какой-то тинкер останется, то тинкер меня может и порвать. Ненароком, так знаете, случайно заденет и порвет. Ладно, я Горн продам. Не хочу пока его. И морских пока что собирать заранее не буду. Там все-таки тинкер еще не такой огромный. Он как будет огромный, тогда можно будет поговорить. Я просто могу еще и синергию жрецов попробовать собрать. Я попробую посох 3-го тира может найти. 2 инсектоида, кстати, собирается. Там хоть один и пытается играть через зверей, но все же. Да, наверное, все-таки стоит себе жрецов немного собирать. Как раз знаете, как будет прикольно против этого тинкера? Я просто в моменте поставлю себе фулл жрецов, и он просто такой... минус 5 фигур. И против инсектоида, конечно, это будет не очень работать. Но заготовку я уже подготовлю. Надо. Не то чтобы хотелось, а просто надо. Надо эту заготовку подготовить. Такая чисто спонтанная игра получилась. Ой, боже, какая аннигиляция происходит. 11500 урона. Как же мне повезло то, что мне Аганим упал с первого раза. Посох 3-го тира. Вот это вот неприятно. Дух пятерка так идет. Жалко, в этой игре нету реликвии яиц. Я бы хотел попробовать себе собрать духа пятерку в 3 звезды. Тогда бы я бы Аганим мог перекинуть бы в того же Тайда. Было бы сильно. У этого тинкера забрали винстрик. Я так надеялся, что я его заберу. Отомстить за всю боль. За всех украденных мехов. Ну, ладно. Отомстить не удалось. Тут самое главное, знаете что? У меня 43 хп осталось. Мне самое главное не откиснуть от инсектоида вдруг чего. Хотя я думаю, ну, у меня сейчас очень сильный дух пятерка. Я вряд ли откисну от инсектоида. Есть, конечно, некая погрешность. Причем там 2 инсектоида. Ой-ой-ой, там у него предметы еще против меня, у этого алхимика. Очищающая сфера. Багровый клинок. Это все предметы очень неприятные. Особенно, когда у меня синергия духов есть.
Он меня очень жестко может взорвать. Вот прям беспощадно взорвать. Я надеюсь, конечно, он там вырубит пассивку у кого-то другого, но не у меня. Так, вот инсектоид с цвета и вот с очищающей сферой. Хорошо. Отлично. Но посох третьего тира надо будет найти по-любому. С посохом третьего тира у меня урона будет очень много. Только вот есть загвоздка. Жрецы не будут очень хорошо работать против инсектоидов. Если я его вражеского алхимика украду, то это будет окей, да, тут будет приятно. Но по факту, там слишком много времени потянется. Я могу не успеть забрать всех этих инсектоидов по-быстрому. Ладно, пока что так вот сделаю. Мне, скорее, все-таки жрецы понадобятся. Ой, жрецы, горн. Горн мне понадобится, скорее всего, больше. Чтобы алхимик просто упоролся в этот горн, стоял, пытался там набить урона, все такое. Хотя и горн пока что уберу. Короче, не знаю. Посмотрим. Возможно, вообще поставлю себе магов, либо драконий прокаст. У меня, в принципе, фигура-то хорошая. А драконий прокаст только будет мне на руку играть. Но, возможно, вообще ничего менять не буду. Останусь так и просто снесу всех и вся. Правильно? Тут главное инсектоидов вынести. С остальными, я думаю, справимся. Ну и посох третьего тира надо будет найти. По-любому. На 2 хп инсектоид живет, прикиньте. На 2 хп. А тут вообще на 1 хп инсектоид держится. Вылетайте, ребята, давайте, вам на выход пора. 2 инсектоида должны страдать. Ребята, запомните, все инсектоиды, они должны страдать. Рейд ночных зверей мне надо. Хочу рейд ночных зверей. Чтобы у меня было больше предметов. Цепочку 4 тира хочу. Ну, хексы скипнул, уже не хочу. Тайда хочу 2 звезды. Точно. Я за него совершенно забыл. Тайда и Варлока. Еще игрок войны упал под моего Варлока. Отлично. Реликвии вроде бы неплохие упали. Придется молниями жертвовать. Придется жертвовать молниями. Хочу этого или нет. На самом деле я очень хочу жертвовать молниями. Может что-то сейчас вылетит, и я потом рольну предметы. Но это может быть очень жесткой ошибкой. Но я хочу попробовать потерпеть. Я думаю, надо потерпеть. Попробуем, короче. Попробуем. Я просто думаю, сейчас кто-то из них вылетит. Я сразу соберу предметы, если мне упадет. И все, прекрасная жизнь удалась. Нет, Боже, как я его стер хорошо. Я думал, он сейчас моего духа 5 сгрызет. По итогу я его сгрыз. А вот и предметы. Кстати. И Варлок 2 звезды сюда. Хорошо. Вот так вот сделаю. Хотя, может, волшебную палочку Гарри Поттера оставить? Хотя не. Не оставлю.
Давай. Посох третьего... Ой, да, посох третьего тира. Посох третьего тира, пожалуйста. Посох третьего тира. Да! На самом деле, мне вдвойне повезло. Получается, топ не один пишет. Скилл. Скилл обнаружен, ребята. Не, на самом деле это жестко. Я с первого раза достал Аганим. И по сути, со второго раза достал себе посох третьего тира. Имба? Имба. Я же здесь не откисну, надеюсь. Нет. У него как раз 1 хп остался. Давай. Давай, вдыхай. Ты должен умирать. Все, отлично. 2 инсектоида были отправлены в лобби. Ролик удался. Можно на этом и заканчивать. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем пока. Дальше уже не важно, что будет происходить. 2 инсектоида были откинуты. Миссия выполнена. Я думаю, сейчас против Тинкера поставить морских. Ну, чтобы прям вообще не париться и срезать 60% урона с его ракет. Потому что у нее и посох третьего тира есть. Не знаю, сейчас посмотрим. Может, сейчас я поставлю себе 4 морских. А может, 6 морских поставлю. Потому что от 6 духов проку особо не будет. Ой, какой полезный огр. А не, полезный. На Варлока накинул свою способность и просто големов наспавил 1 000 000. Полезный. Полезный. Мне в моменте показалось, что Огр накинул свою способность на Рубика и на Морфа. Это было бы так себе, если честно. На самом деле реально может собрать себе 6 морских против этого Тинкера. От 6 духов особо прока не будет. Хотя мы уже стаки посоха ему срезали. Но плащ пальто я вообще не хочу скипать, если честно. А клевер я возьму, чтобы духи чаще срабатывали. Ну давай. Погнали. Кто тут? Кто ты такой? Гоблины. Прощайте, гоблины. Прощайте. Был рад с вами повидаться. Отлично. Итак, сейчас посмотрим, что мне за предметы упадут. Я на самом деле хочу, чтобы мне цепочка 4-го тира упала. Хан идет. Там очень много магического урона. Ну, не знаю, можно, в принципе, и жрецов будет в моменте поставить и приколоть его со жрецами. Но, возможно, мне и этого будет стало достаточно, чтобы его вынести. Омника нашел. Кстати, Омник в игре есть. А где Омник? А где мой Омник? Я тоже его хочу в 2 звезды. Так-то сейчас Омник сильный. Хилит еще, зараза. Цепочка это круто, но не надо. Багровый потрошитель. Берем. Берем. Двойной урон по цели. Это прям то, что доктор прописал. Я попробую предмет драконий рог найти. О, драконий рог. Не, ребят, это точно моя игра, потому что с первого раза нашел предметы, которые мне нужны. Еще и Омника нашел. То вместо игра поставлю, естественно. Омник имба. Жрецов на всякий случай соберу. Ну, пригодятся мне жрецы, понимаете? Вдруг чего, реально могу перестроиться. Ну, там Тайда себе нашел, кстати. Неприятно, но да ладно. А в кого багровый клинок-то полетел? Я что-то не заметил.
Изи. Да даже 4 морских не надо ставить, и так справлюсь. Надо только Омника найти в 2 звезды. Да, это отлично. А может вообще просто 6 морских поставить вместо духов? Тайны в 2 звезды. Сюда. Короче, я думаю, я сейчас и так справлюсь. Он даже ливнул. Ничего страшного. Бывает. На самом деле, как же мне в этой игре обалденно повезло с предметами. Давно мне так не хватило на предметы. Все с первого раза. Ну, почти с первого раза, но все как надо пришло. Просто аннигиляция стола за секунду. Красота. 26 тысяч урона. Сильно. Очень сильно. Ну, красиво, красиво. 2 инсектоида были отправлены в лобби. К праотцам. Чтобы подумали над своим поведением. Чел на 3-м месте вообще со странной сборкой, но по итогу 3-е место. Окей. Ну, 2-е место это 6 богов через Тинкера. Я на самом деле удивлен, что он на Тинкере смог дожить до 2-го места. Но, скорее всего, это из-за того, что ему хорошо шло. Ему реально хорошо шло. Тут как бы гадалки не ходи, но ему реально хорошо шло, потому что вначале он имел и винстрик, и все остальное, и фигуры ему нормально поприходили с улучшением. Он в 4 фигуры имел винстрик, при этом потом еще и хаотичный договор заюдал. Ну что еще сказать по поводу этой игры? Максимально спонтанно все получилось. Хотел на одной сборке сыграть, по итогу сыграл на 2-й сборке, и получилось ничуть не хуже. Даже, я бы сказал, мощнее. В общем, добавить нечего. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поддержать меня своим лайком. А кто на меня не подписан, обязательно подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.